Мы доехали на трамвайчике, да, Миран? Мы уже и шапку сняли. Очень тепло, очень. Потому что... Что? Вот. Что там в глазик тебе что-то попало? Чешется путать. Чешется просто. Да. Ну, почеши. Все? Да. Вот так вот мы сейчас идем. Гуляем, солнышко светит, так хорошо. Тепло. Такое впечатление, что весна началась. Да, Мира? Весна? Миранчик, смотри, он котик сидит, точно как наш Джокер. Смотри, сидит и мерчит. Видишь, какой? На Джокера похож. Ой, этих тетек. Говорит, Джокеров двое. Двое. Двое Джокеров? Да. Два Джокера? Да. Этот один сюда лицом. Один сюда пришел. Нет, Джокер у нас дома. Это какой-то другой котик. Ну, похож чем-то. Это другой Но у него, видишь, у него более белые лапки. Там вот одна лапка у него. А что он там так хочет туда на дерево? Странно. Такое впечатление. Смотрите, что происходит. Что он там хочет? Может быть, там кто-то есть? Может быть, там еще один котик? Я не знаю. Тут и белки могут быть, поэтому кто его знает, зачем он полез. Может быть, за белочками. Пойдем гулять. Рассуждает. Катана надо. Это и Спасибо. Все вышли гулять, все фотографируются с листиками. Сейчас очень красиво, потому что опали вот эти вот разноцветно-желтые, оранжевые, даже красные есть листочки. Очень красивые цвета. Посмотрите. И вышли все, конечно же, гулять с детками. Очень много деток на площадке. И какая красота. Я, наверное, сегодня буду листья собирать в букетик. Хочу букет из осенних листиков. Пока Миран будет гулять, я насобираю. У нас божья коровка проснулась. Подожди. Тихо. Давай мне ее на ручку, давай. Ну, не хочет от тебя уходить. Не хочет. Аккуратно, 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 чтобы мы доверили. Божья коровка проснулась. Смотрите, какая красивая божья коровка. У нее белые точечки. Она только что сидела на Мирана курточке желтой.
Я насобирала букетик, такой, как я мечтала. Смотрите, каких цветов здесь только нет. Вся палитра, все краски осени. Красота. Я люблю такое. А вы любите, делаете такие букетики из кленовых осенних листочков? Пишите, мне будет интересно. Приехала мне посылка. Я вот сейчас ходила на Укрпочту, пришло оповещение. Я вообще не знала, от кого посылка. А оказалось, от Артема из Риги. Такая большая коробочка. Сейчас пойдем распаковывать домой. И покажу вам. Неожиданно. Очень неожиданно, я как-то отвыкла уже от посылок. Спасибо большое. Так, здесь люди продают тыкву, орешки, носочки, помидорчики. Ой, не помидорчики, огурчики и грибы, кстати. Огурчики, тыква, орешки. А это что за грибы? Это рыжики, девочки. Они даже это самое, и сырые солятся. А сколько они стоят? 100 гривен баночка. Здорово, спасибо. Цветочки. Я бы грибы купила с радостью, но... Ой, какие тыквы красивые, маленькие. Тут и груши. Груши, да. Фасоль, тыковки. Малюсенькие. Это для прессы или как? А? Для прессы или как? Вы имеете? Да, для прессы. Да? Яблочки. Девочки, рукола есть, надо? Не, спасибо. И орешки. И объявление висит. Пропал щенок овчарки, мальчик 5 месяцев. Жалко как. Представляю, как страдают хозяева. Дай бог, чтобы нашелся. Везде здесь висят. Так, вот она посылочка. Сейчас мы будем ее с вами раскрывать, разрезать. Я даже не знаю, может быть, я чуть ниже, может быть и нет. Где она открывается, это тоже большой вопрос. Ну, вот так вот. Или не так. Главное, пальцы себе не... У нас очень холодно дома. Я сейчас включила кондиционер, но одень кофту. На обогрев. Сидит, трясется под одеялом и говорит нет. Я оделась, вообще включила, очень холодно. И сейчас, кстати, пойду купать Амирана к бабушке, потому что... Ну, потому что у бабушки тоже очень холодно, но у нее... Мы тоже включим какой-то обогреватель. У меня не открывается. Не понимаю, как открыть. Не понимаю, как открыть. Ого. Здесь письмо для нас. Приветствую. С небольшим опозданием отправляю посылку в Харьков. Не сразу удалось собрать все задуманное, посему хочется перейти к содержимому. Вы знаете, еще я сейчас себя просто неловко чувствую. Артем, мне очень стыдно перед вами. Я обещала вам найти книгу. И это, знаете, как вот из истории обещанного 3 года ждут, да? Сколько уже прошло времени, а я до сих пор не нашла книгу, которую я вам обещала. Я постараюсь это сделать до Нового года. Так, история. Кстати, посылка из Риги, да? Я сказала или не сказала, Нор, ты не помнишь? Истоки рижского черного бальзама. Кто первым создал рижский черный бальзам? И очень, очень интересно. Ну, смотри, какой шопер. Арт Нуво Рига.
Ты видишь, какая красота? Арнуво мне очень нравится. В Риге очень много таких зданий. У нас тоже они есть. Кто из харьковчан, я думаю, прекрасно понимают. Я не буду сейчас упоминать, где находятся такие здания. Нор, тебе нравится Шопер? Да. Ну вот. Нора будет... Так. Так, Артем очень так все упаковал. Очень много пузырки, чтобы ничего... Так, надо же было прочитать письмо, я так понимаю, прежде чем распаковывать. Но я уже так распаковываю. Ой. Это старая рижская дореволюционная бутылка, сосуд. Смотрите, мне Артем сделал распечатку от дореволюционного рижского бальзама. Видите? Нора, представь себе. Я не знаю, как это пропустила. Так. В конце 13 века Марко Поло привозит в Европу первые бальзамы. Травяные экстракты из Китая в период с 13 по 17 век благодаря купцам Гайзенского союза бальзамы становятся известны по всей Европе. Кто первым создал рижский черный бальзам? В 1752 году. Боже, Артем, какой вы молодец, вы мне еще такую распечатку сделали, это здорово. Фармацевт по фамилии Кунце создает знаменитый рецепт рижского черного бальзама. Несмотря на то, что первые записи с рецептами бальзама травяного экстракта найдены в Риге, датируются 16 веком. В записях фармацевтов того времени точная дата не указывается. В 1737 году пресса обвинила рижского фармацевта Кунце в том, что он заимствовал свой рецепт из приведенных выше записей. Однако это не помешало Кунце, и в 1752 году знаменитый напиток производится уже в промышленных объемах. С 1845 года основным производителем является Альберт Вольфшмидт. 1860 год, первое гран-при. Здесь даже осталась этикетка. Смотрите, какая здесь. Боже, я в шоке, я так люблю такие артефакты. Так, серебряная медаль на Санкт-Петербургской ярмарке. Продукт представлен публике как настоящий рижский травяной бальзам Кунце. После гран-при бальзам начали называть коротко и просто рижский черный бальзам. С тех пор рижскому черному бальзаму было присуждено 100 медалей, в том числе и несколько гран-при. Я сейчас в таком нахожусь в неком шоке. Так, а что это за такая черная коробочка? Что это? Так, все очень-очень красиво. Смотрите, перемотано. Артем, это вы сами так придумали упаковать? Мне очень нравится. Нора, скажи, здорово. Нора. Нора сидит молча, за всем наблюдает, но никогда не любит что-то. Бывает, любит что-то говорить. Боже, что же здесь такое? Что же здесь такое? Смотрите. Сейчас я все узнаю. Сейчас надо разобрать письма. Надо разобрать письма, совсем разобраться. Так.
Вот они, вот эти вот, кстати, бутылочки. Так, это сюда. Дальше. Сейчас я нажму на стоп, почитаю письмо. Так, ребята, я все-таки решила прочитать вместе с вами. С небольшим опозданием отправляю посылку в Харьков. Не сразу удалось собрать все задуманное, посему сходу хочется перейти к содержимому. И в первую очередь обратите внимание на сию бутыль. Бутыль черного рижского бальзама. Дореволюционный экземпляр. Этикетки на ней толком не сохранилось, но происхождение столетней давности выдает штамп в верхней части. В коробке найдите описание и фотографии. Спасибо большое, Артем. Там коротко рассказывается о самом черном бальзаме, его истории, прилагаются некоторые наглядные изображения. Далее в одном из конвертов находится открытое письмо, получатель некто Карл Дрейблат. Письмо также дореволюционного происхождения. Именно этот экземпляр мне представляется интересным, поскольку автор, скорее всего, этнический латыш. Так, я открываю, дальше уже нужно открыть, чтобы прочесть. Так. Это письмо написано грамотно, сразу на 2 языках, что само по себе большая редкость для тех времен. Так могли себе позволить выходцы из среды дворян, офицеров или разночинцев. Велика вероятность, что сей гражданин уже после революции мог стать депутатом Латвийского Сейма первого созыва. Еще одна открытка с видом на эспланаду и расположенным на ней кафедральным собором в Риге. Как и в Харькове, в Риге есть кафедральный собор, построенный в 1876-1883 годах в неовизантийском стиле. К теме кафедрального собора мы еще вернемся для более детального обсуждения. Это место требует особого внимания. Стилизованные открытки с видами рижских улиц, Елизаветинская и Альбертовская улицы. На них расположены лучшие работы архитекторов в стиле модерн, в том числе работы Михаила Эйзенштейна. Улицы, дома и подворотни Риги, Таллина, Тарту, Санкт-Петербурга построены во много схожим образом. У этих городов схожие устройства, их нередко строили одни и те же архитекторы. В маленькой черной коробочке находится стилизованная балтийская брошь. В некоторых кругах ее иногда называют прусская брошь. Вот она. Поскольку прусы в хрестоматийной литературе иногда описываются как родоначальники всех балтийских народностей, а их культура как самая-самая балтийская, то и отношение к их наследию весьма трепетное. Давным-давно я экспериментировала с металлообработкой, и первым делом захотелось изготовить именно прусскую брошь. Я, честно говоря, поражена этой посылкой. Вот насколько все сейчас, простите, я не могу, я боюсь, я хочу открыть, и я боюсь, чтобы... Не хочется повредить письмо. Как Артем все так упаковал, вообще, вы меня очень поразили. У меня впервые вот в таком стиле посылка, впервые в жизни. Это обычно называют этнографией, изготовление украшений и орнаментов на основе археологических находок. Передайте коробочку Елене с Алексеевки, возможно, ей придется по нраву. Я поняла, вы мне писали когда-то, что Лене, она, конечно, будет в шоке. Остальное содержимое, наверное, нет смысла описывать. Все просто. На будущее, например, можно поинтересоваться, чем вяжет, какими нитками Любовь Николаевна. Может быть, это станет темой следующей посылки. Успехов вам всем. Артем, я, честно говоря, просто поражена. Поражена. Сейчас мы посмотрим еще письмо.
Сейчас Ромас будет там в эйфорическом припадке. Так, брошь я сейчас запакую и передам. Я прямо сейчас напишу. Леночка, если вы смотрите это видео, Лена с Алексеевки, я ей сейчас напишу в директ в Инстаграме. И с Леной мы встретимся на выходных. Я обязательно ей передам эту красоту. Сейчас запакую все так, как было красиво. Рига. Так. Ну, это, конечно, очень удивительная посылка. Две такие открытки. Сейчас. Красота, да? Так, и сейчас покажу, что же еще Артем сюда положил. Это для Ромаза написано. Для Ромаза конфетки. Для Леночки с Алексеевки. Лена, я думаю, она смотрит это видео. Это тоже в дополнение к очень красивой броши. И вот это вот для всех нас еще здесь коробочка. Сейчас я вам покажу. Вот она. Для всех нас. Это все с рижским бальзамом. Конфетки с рижским бальзамом. Такие вот. Друзья, поставьте Артему палец вверх, напишите, что вы думаете. Меня он лично удивил, я думаю, вас тоже. А вам, Артем, хочу сказать огромнейшее спасибо. Удивили, так удивили. Тем более я сейчас от вас не ждала никакой посылки. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов. Кто будет смотреть уже это видео перед сном.